Здравствуйте, дорогие любители вязания! У меня куча старых журналов по вязанию. Наверное, как и у всех вязальщиц, кто давно вяжет. И вот вчера, перебирая эти журналы в поисках какого-нибудь легкого ажурного узора для летних вещей, я в журнале «Вязание. Ваше хобби» номер 1 за 2009 год нашла вот такую модель. Мне она показалась интересной. Я бы убрала вот этот шнурок, это мое мнение. А вот все остальное смотрится довольно современно. И в журнале эта модель называется «Голубая безрукавка». Здесь вот я бы поспорила. Все-таки я бы назвала это больше туникой. А если сделать поменьше вырез и чуть подлиннее, это можно даже назвать летним платьем. Мне показался интересным узор. И я связала образец. Симпатичные листочки, связанные в шахматном порядке. И давайте мы с вами свяжем этот узор. Мастер-класс я рекомендую для начинающих, потому что узор довольно легкий. Схема узора, как всегда, будет перед вами в процессе вязания, и полная схема будет в конце видео. Раппорт узора составляет 10 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Если мы вяжем по кругу, то вы набираете нужное количество раппортов по 10 петель. Если мы вяжем поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то к нужному количеству раппортов по 10 петель мы прибавляем еще одну петлю для симметрии узора. Она вяжется один раз в конце каждого лицевого ряда, в начале каждого изнаночного ряда. Мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 23 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 1 изнаночная. Далее смотрим на схему, там пустая клеточка. Пустая клетка в схеме обозначает, что нет петли здесь. Мы пропускаем эту клеточку и вяжем дальше. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. После набора петель на спице петли лежат так, как они лежат при классическом способе вязания. И поэтому первый ряд у меня отличается от всех остальных. 2 вместе мы провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Снимаем петлю, не провязывая, провязываем лицевую петлю и протягиваем ее через снятую петлю. Далее будет 1 лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Далее на схеме снова пустая клеточка, пропускаем ее, вяжем изнаночную петлю. 2 пустых клеточки пропускаем, еще вяжем 1 изнаночную. Далее будет 1 лицевая, 1 изнаночная. И все, у нас раппорт закончился. После него 2 пустые клеточки, мы их пропускаем. Мы провязали 1 раппорт, и сейчас вяжем точно так же 2 раппорт. 1 изнаночная, пропускаем клеточку, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Пропускаем пустую клеточку, 1 изнаночная, пропускаем 2 пустых клеточки, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. Снова пропускаем 2 клеточки, и мы провязали 2 раппорта. 1 изнаночная петля у нас будет в конце ряда. Я вам подробно объяснила каждую петельку. Далее я буду говорить общее количество петель. Мы провязали первый лицевой ряд, поворачиваем работу. И во 2 изнаночном ряду, и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Далее у нас еще будут накиды в узоре. Мы накиды будем провязывать изнаночными петлями. Такие ряды я видео пропускаю.
и вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, накид. Далее 3 петли нужно провязать вместе лицевой так, чтобы средняя петля у нас была по центру. Мы меняем местами первую и вторую петли. Вот так вот. Вторую петлю выставляем перед первой. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. Средняя петля у нас по центру. Далее делаем накид. 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная и второй раппорт. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Можно вот так еще сделать. Подхватываем сзади первую петлю, снимаем на правую спицу и подхватываем сзади вторую петлю. И возвращаем на левую спицу. Вот таким образом у нас вторая петля также на первом месте. Провязываем 3 вместе лицевой. Делаем накид, 2 изнаночных, 1 лицевая и 2 изнаночных. У нас будет до конца ряда. В 4-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Пятый лицевой ряд. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид и 1 лицевая. И повторяем раппорт. 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 1 изнаночная в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых и второй раппорт. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 1 лицевая. Изнаночная петля. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Я уже говорила, что вяжу бабушкиными петлями, и вот уже немножко по-другому. Петли нужно развернуть. Вообще не важно, как вы вяжете, бабушкиными, лицевыми петлями, какими угодно. Главное, чтобы у вас петли не были перекрещенными. Вот если бы я сейчас, у меня петли вот так лежали, и если бы я 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязала, то классическим способом, то видите, у меня получилось бы скрещенные петли. И вот, чтобы этого не было, петли разворачиваю я. Итак, провязали 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Раппорт у нас закончился. Далее второй раппорт. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая петля, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная в конце ряда. В 10-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 11 лицевой ряд. 1 изнаночная,
2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончили. Второй раппорт. Изнаночная, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, делаем накид, провязываем 3 петли вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Делаем накид и повторяем раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Это последний ряд раппорта. Мы провязали с вами 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Симпатичные листья. И из ниток потолще, это у меня полушерсть, узор тоже очень красиво смотрится. Большой образец у меня связан из тонкого акрила, 50 грамм, 200 метров, спицы номер 2,5. И здесь полушерсть, как я уже сказала, 50 грамм, 135 метров, спицы номер 3. Ставьте лайк, если вам понравился этот узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!